Ребята, я всех приветствую на своем канале. Сегодня расклад не запланированный. Пишу я его 2 сентября. Вы его увидите немножечко позднее. Почему так? Не знаю, но так сказали сделать, соответственно, я и сделаю. Тему расклада я толком не знаю тоже на данном этапе. Я знаю только одну: информация будет идти от Самги. Кто знает, кто в курсе, кто это, замечательно. Те, кто не знает, возможно, вам уже пришла пора познакомиться. Смысл, информация на сентябрь. Вот что-то примерно в таком плане. Но опять же таки, я сейчас отсниму эту информацию, и потом уже будет как бы более-менее ясно вам название ролика. Уже что-то я, как говорится, да, более точно напишу. Вот так вот. За вашим успехом следят. Следят те, с которыми у вас будет плодотворное сотрудничество. То есть, если кто ожидает каких-то новых контактов, новых договоров, я так понимаю, неважно в какой сфере, магия, либо это же ваш финансовый поток. Ну, в общем, давайте будем приступать, а там посмотрим, на что нас вынесет, да? Итак, кто-то будет пытаться на вашу удачу покуситься, но этот человек уже узник определенных обстоятельств, своих страхов, своих пороков. О нем вы узнаете, вам донесут, скажут, что этот человек заболел. Значит, смотрите, по поводу сентября у вас появляется либо покровитель, опять же таки, сфера абсолютно любая, для кого что актуально, для кого актуальны договора с определенными силами. Окей, для кого актуальны договора по бизнесу, туда же. Но я бы сказала так, здесь у вас есть какая-то большая надежда на человека при законе, при власти. Вы как будто бы подготавливаетесь к определенным действиям и быстро, стремительно движетесь к своей цели. Возможно, вы хотите взять власть в материальном мире, но обращаться будете за помощью к другим.
Еще вам хочу сказать, что высший суд ведет наблюдение за теми, кто строит какие-то подлянки вам, подлость задумывает. Что за подлость? Здесь хотят перекинуть свои проблемы на вас. То есть здесь перекиды, переклады, вот эта вся ерунда. Причем не идет по здоровью. Но вы от этой ситуации отворачиваетесь. Вы идете к своей цели, к своим планам. А высший суд вас прикрывает со спины. Ангелы, архангелы, темные, светлые, кто с кем сотрудничает. Это уже, как говорится, дело каждого. Так что цели сентября, я бы вот так сказала, как пройдет сентябрь, вы движетесь к власти. Но вам будет помогать определенная сила. Здесь вы много будете вкладываться. И я вам хочу сказать, что птица удачи будет на вашей стороне. Вы подарки какие-то получите от Вселенной, ребят. И еще такие моменты. Смотрите, я бы не сказала, что вы сидите в мороках либо в иллюзиях, но знаете, если люди как-то вот не будут оправдывать ваших ожиданий, вы не... Короче, это тоже у вас за спиной. Вы предупреждены предками рода о том, кто хочет вам и на заподлить, и где вы сами себя обманывать пытаетесь. Вы не сидите, не ждете, пока эти розовые очки разобьются стеклами вовнутрь. Вы их просто снимаете и идете дальше. То есть, если кто-то что-то попытается на вас накинуть, это бесполезно. На что вам нужно обратить внимание? Будут какие-то плохие известия, но в основном это все из-за клеветы. Кто-то захочет вам кризис сделать. Возможно, кто-то из семьи, либо тот человек, с кем вы тесно сотрудничаете. Но вы тут же освобождаетесь от этого человека, видимо, и от этой ситуации. Здесь наказание по закольцовке через Луну будет этому человеку, кем бы он вам там не приходился и с чем бы он ни пытался в ваше пространство влезть. Человек находится под подселениями. Захочет на вас подселенцев накинуть, это будет срезано. То есть не нужно особо переживать по этому поводу. Ну и сидеть без дела тоже. Как говорится, себя защищать имеете полное право. Чего вам стоит опасаться? Не привязывайтесь. Такое впечатление, что вас что-то начнет толкать вперед.
чтобы какие-то привязки разрубить. Или что-то, понимаете, здесь вот любятина, поездки, двуличие, вероломство, фальшь, обман и избыточная нагрузка, и какие-то резкие события. Вот не привязывайтесь. Не нужно поддаваться искушениям на власть. Это будет ваше учение. Вы будете проходить, да, вот такие уроки через собственную трансформацию. Учение на поднятие ваших вибраций, ребятушки. Хочу спросить по вот этой любятине, что там? Смотрите, рыцарь жезлов выпадает у нас, да, человек из-за границы, возможно, в поездке познакомитесь, возможно, куда-то даже летать будете. Воспринимайте это все лишь как путешествие, особенно там, где есть для вас избыточная нагрузка или угнетенное состояние. Поняли, да? Если вы встречаете человека и, вот так складываются обстоятельства, что вам что-то нужно свое подвинуть, чтобы, там, допустим, с ним встретиться, думайте раз миллион, а надо ли вам это. Так, дальше без вопроса. В вашем новом деле будут новые люди. Будете переписку вести, договариваться. Кому-то будете вы предоставлять услуги, кто-то предоставит их вам. Здесь все благополучно. Тут вы будете проводить в материальный мир свои планы. Но я вам хочу сказать, что кто-то попытается на ваше дело приворот бабахнуть, хотя у вас стоят защиты. И человеку тут же полетит сломление воли, особенно если этот человек еще по храмам по каким-то бегает. Неважно, какая религия вообще, без разницы. Так что за это тоже можете не переживать. Дело ваше под защитой. Проект. Так, кто-то будет вас на борьбу, на вызов толкать, на какие-то дискуссии, на перебранки вытаскивать, чтобы вы совершили ненужные траты, как денежные, так и энергетические. Вам нужно обратить в этот момент больше внимания на собственные фантазии, на свой ментальный план. Сейчас уточню, что там по ментальному плану. У вас будет распутье в этот момент, в вашем благополучии, и там будет скрытый умысел. Давайте посмотрим, что за распутье. Тут либо нужно будет себя защищать, либо же поддаться на искушение по надменности и с какими-то людьми начать выяснять отношения, начать дискутировать
или же защищать свои границы, причем вы либо услышите подсказки для себя тех же тарологов, либо вы обратитесь к кому-то знающему и уже на погосте там будете что-то делать. Кто-то попытается ваше время оттянуть на себя. Опять же таки, борьба с вами идет. Возможно, с этим человеком у вас уже были неприятные какие-то отношения. Возможно, даже это женщина. Вот письмо какое-то может быть. Но я вам хочу сказать, что эта ситуация вот как-то она схлопнута отдельно от вас, потому что здесь люди, которые в любом случае будут выбирать свое детище, себя и свои проекты. Это все, как бы, вот понимаете, за пределами ваших границ. По поводу этого человека, кстати, насчет его лицемерия, вы получите подсказки от высших, от вашего рода. Там человек хочет быть выше по статусу вас в финансах, в бизнесе, в любви, либо в ваших знаниях. Опять же таки, у каждого из вас свои моменты. Смотрите, здесь я спросила, что за напутствие от предков духа вашего рода. Не нужно опекать какого-то человека слишком сильно. И тогда у вас идет повышение вибраций, хорошие мои. Какими мыслями вы себя должны занять на период сентября? Королева мечей. Королева жезлов. Вот видите, как карты ложатся? Королева мечей смотрит на королеву жезлов. Здесь творческие личности. Здесь ведающие, маги, практики, так сказать, коллеги. Но вы, вот смотрите, здесь кто-то может по рыцарю кубков вас на какую-то цель наталкивать другую. И знаете, как нарисовывать такое состояние в вашей голове, пытаться, да, создать вот такую видимость, что эта цель очень важна. Кто-то может приехать, либо приблизиться к вам в вашем окружении и, знаете, сагитировать на общее движение вперед, пригласить вас как бы. Либо же вот давай-ка мы с тобой вот это вот дело сделаем, там будут свои плюшки, но вы как-то должны отвернуться от этого предложения. Сейчас посмотрим, что там будет. Да ну, там человек может проклятия свои на вас перецепить, человек очень зависим от мнения окружающих. Этот человек очень любит себя, у него боги живут в зеркалах, при этом он с большим, вот знаете, комом комплексов, зависящий от мнения окружающих, и этот человек уже получил расплату за свои деяния по отношению к вам. Мне идет, что это человек из прошлого, ваш знакомый, это не любятина. Если любятина, то это дружба. Были привязаны. А за что, вот, за что расплату уже получил? Что он делал, этот человек, по отношению к вам, да, за что получил расплату и снова попытается, вот здесь реально свои проклятия на вас перебросить, мне идет. Что он делал? Он когда-то вас побеждал. Этот человек очень любит публичные почести, понимаете, чтобы люди на него смотрели, любовались, и ему это льстит. Но у него были препятствия.
Дело в том, что этот человек вам мешал эти почести приобрести и ставил вам препятствия в вашем успехе, в ваших победах и в вашей ясности. Здесь мороки, здесь манипуляции, здесь хитросплетение между третьими лицами, ложь, клевета за вашей спиной о вас. Здесь человек хотел всего того, что имеете вы, чтобы жить гедонизмом. Считал, что это его поднимет. Здесь, короче, так, забирали ваши перемены, ваше исцеление, вашу связь с родом, ваше посвящение, обновление. Духовное возрождение. Этот человек у вас отокрал. Хотел, чтобы это все ему перешло. Секунду, а получилось ли у него? Вы знаете, этот человек, у него была какая-то стабильность, он захотел большего, то, что есть у вас. Начал магически это притворять, эти замыслы в реальность. И этот человек еще хотел, вот смотрите, крадет ваше и хочет, чтобы вы в нем увидели какого-то некого покровителя, авторитетного, да, человека, творчески способного что-то создать, хотя по факту этот человек ворует ваши идеи. Может показывать себя, якобы я беспристрастный. Беспристрастно. А ну-ка, что делала? Мстил этот человек вам. Вы об этом откровение получили. Мстил, забирал вашу удачу. А за что мстил? Я хуею, блядь, пиздец. Я прошу прощения. Знаете, за что этот человек вам мстил? За то, что у вас дар пророка, за вами стоят предки, духи вашего рода. Оно разочаровалось, что это не ему принадлежит. Не ей, точнее. Скорее всего, здесь бабца будет. Хотя, девочки, смотрите сами, не факт. Бывают и мужчины под подселами, они хуже женщин себя ведут. Но это вообще нормально. Да, вот это клемануло кого-то, вот это кто-то очень вам завидует. Давайте, чем закончится вся эта ситуация с этим человеком? Очень долго тянулась эта ситуация. Этот человек захочет показаться вам полезным, услужливым, ответственным и порядочным. А знаете, о чем будет молчать? О том, что девятка мечей его настигла. Кого-то потерял, возможно, даже из близких кто-то умер. Крах, разочарование, отчаяние, неприятности. Вот это все будет скрывать. Видимо, будет рассказывать: ой, да у меня все прекрасно, все хорошо. Двуличие. А сам за вами будет шпионить, выведывать информацию, дабы, видимо, потом о вас сплетни опять распускать какие-то. Ну, вы знаете, человек, мне кажется, здесь вы это все увидите, узнаете. Вы сопоставите, что происходило ранее у вас с этим персонажем, да, посмотрите, с чем он к вам явился, он в себе так и замкнется, потому что здесь, ну, если вы все-таки поддадитесь, здесь вы можете, хотя не можете, у вас уже защита,
Он хочет опять вас в состояние жертвы поставить и забрать. Он уже это делал, понимаете? Вот в чем прикол. Он это уже делал. И вернется в ваше пространство для того, чтобы забрать у вас то, над чем вы трудились. Но у вас есть защита от этого. Давайте посмотрим, как накажут этого человека за это. От него отвернутся силы высшие, родовые и низшие. Я вам хочу сказать так, если попробуют сдернуть у вас хоть что-нибудь, что принадлежит вам, тут же то, что у него там капли вот те остались, дара, фортуны, удачи, не знаю, еще чего-то, сразу же перейдет к вам, если вы выше этого человека по вибрациям. Здесь мир мертвых становится и перекрывает этому персонажу все. Всю ту отраву, которую он хотел на вас скинуть. Чернокнижием человек занимается. Хотя позиционирует себя, ну, если не святым, то я, мол, с бесами работаю по кодексу, что-то в этом роде. У вас есть оберег. Но человек хочет вас, знаете, чем-то попытаться искусить, чтобы этого оберега у вас не было. Параллельно, знаете, как будет к вам подлизываться и при этом будет атаковать магически. Причем через храмы. Учитываете, да, что нужно использовать, когда вот этот персонаж появится. Как эта вся история повлияет на вас? Что-то будете болезненно переживать, возможно, разочаруетесь в друге, какие-то возможности потерять можете. Грустить не надо, ребятки. Страдания, вот эти все моменты, может быть, убирайте. Плохое самочувствие, это из-за того, что человек будет на вас нападать. Так что за здоровьем нужно последить будет, да, предпринять меры уже сейчас можно начинать, дабы поддержать тонус своего организма. Какие-то возможности можете упустить. Особенно насчет сотрудничества с другими людьми. Кто практики, здесь вашу известность, славу, вот этот, кто явится, захочет вот вывести вас из строя. Понимаете, чтобы у вас приобретений новых сотрудничеств, новых договоров не было. Я вам хочу сказать так, магия будет на вас идти, поиск будет труден, но вот этот человек, если вы правильно его воспримете, его появление, его вообще значение в планетарном масштабе, да, вот таких людей, они тоже нужны, поверьте мне, они очень отлично забирают деструктивные родовые кармы и несут это потом поколениями. Я думаю, кому надо, вы меня услышали. Смотрите, будете либо с кем-то советоваться, либо еще что-то по поводу того, простить, либо не простить. Но я вам хочу сказать, что за вашей спиной очень много клеветы. Ну и по итогу вы заключите договор. А что сильно так вас ударит? Вас этот человек начнет обесценивать ваши знания, ваши умения. Да, я же сказала, смотрите, и карта отвернуты друг от друга персонажи. Да, допустим, подруга якобы практик, вы практик, да.
И вот, да вот ты не знаешь, да вот ты, ну, смотрите, что выпадает. Много тайн и 15-й аркан, жрица и 15-й. Да ты не умеешь, да ты ошибаешься, да я тебе сейчас скажу, что это на самом деле. Вы просто поймете, возможно, вы все еще считаете этого человека своим другом, да, либо еще как-то, а он будет обесценивать все ваши знания, все ваши умения, все ваши достижения. Но вы все равно, я вам хочу сказать, все равно, как бы там ни было, вы получите свои подарки от вашего рода. Этот человек будет на вас колдовать из-за своей жадности. Там человек под подселением, он зависим. Будет неприятно, конечно, но предупрежден, вооружен. Совет вам. Ваша сила в сопротивлении тому, где вас пытаются отвернуть от вашей десятки пентаклей, от богатства. Допустите ошибку, упадете. Но все равно все будет по справедливости рано или поздно. А еще, ребятки, вам придется разрушить либо отношения, либо умение того человека, либо здесь просто достойно, здесь по справедливости, достойно дать отпор. Силу приложить. Девочки, здесь, извините меня, вдолбить по полной не могу, надо будет человеку. Не просто так отпустить. Нет, здесь вы должны научиться сублимировать свой гнев в свою силу, в свое могущество. Вот просто за то, что человек пришел и вот так вот начал себя вести по отношению к вам. Помощь вы получите. Новости и все намеки о ваших недоброжелателях, которые строят козни, вы тоже получите. О том, как вас хотят предать. О неупокоенных в вашем пространстве. Но смотрите, кого будут подсылать, они сразу же будут обнуляться. Они будут уходить к вашим врагам, и враги будут терпеть падение свое. Секите на корню любого, кто будет там вас пытаться обесценить, обмануть, одурачить. Девятка пентаклей. Успех вам. У вас здесь неожиданное наследство будет, возможно, дар, или же для кого-то, ну вот реальное наследство может упасть. Ну, будьте осторожны, для кого-то это дар сотрудничества с дьяволом здесь, ну, с 15-м арканом. То есть, если будете заключать договора, здесь очень хорошие договора, но кодекс, ребятки, да, приведет это вас в итоге к власти, к победам, к мощи. Возможно, у этой женщины, которая к вам полезет, это было, но это все придет теперь к вам. А она ранее вот эту вот, возможно, вот это, что у нее было, ее сотрудничество с темными, она у вас крала. Вы знаете, частично что-то да, но там ей тоже было что-то дано. Но она что-то как-то, знаете, перекиды на вас сделала какие-то нехорошие, и за счет этого она вверх пошла, а у вас
Не сложилось в судьбе то, что должно было сложиться в определенное время. Этот человек как будто украл ваше время. Допустим, вы должны были трансформироваться там 5 лет назад и взять свою силу, да, в руки. А она украла эту возможность и резко стала практиком, как пример. А вы сидели, просто жили как обычный человек и думали, что так все и должно быть. Нет. Ей что-то там от рода передается, конечно, но и ваша она хапнула прилично. Возможно, этот человек вообще вам всю жизнь завидует свою. У вас будет новая жизнь. Вы начнете идти своим путем. У вас будут свершаться все ваши замыслы, планы. Вы отречетесь от того, чтобы быть в самоограничениях, в самооморочках. Не дадите никому себя, знаете, как на цепь посадить и ошейник на вас накинуть, поработить. Возможно, посидите в одиночестве, сами приняв это решение, и начнете исцеляться. Потом к вам начнут приходить известия уже от других, видимо, людей о том, кто-то из прошлого придет, возможно, даже извинения у вас спросить. Ого! Ёлки-палки! Ребята, здесь выпадает, или же эта женщина вот так ее, прогнет, либо это какая-то другая. Здесь человек на грани смерти. Возможно, это ваша мать, либо женщина в годах, свекровь, там, теща, кому что. Но тоже не факт. У нее наказание, у нее деградация, у нее крадники, у нее... Короче, она уже на пороге. Она уже, так знаете, идет тропинкой к Харону. Она вам какие-то дела предлагать будет. Обмен какой-то. Чтобы вы сделали выбор. Смотрите. Человек на грани смерти и попытается к вам на сердечную чакру воздействие, разбить либо ваши отношения, либо чтобы вы сделали неверный выбор и много потратили энергии, денег, внимания, знаний, неважно. И здесь будет обращение к практику. Эта баба будет к вам подцепляться еще, будет 2 канала делать. Для чего? Исцелиться и почиститься за счет вашей энергетики. Учтите это. На ваших детей может делать. Либо что-то с детьми, завязка какая-то. Если что-то будет передавать и тому подобное, здесь лжец выпадает. И в треугольник. Гоните с санными тряпками эту кобылу. Этот человек хочет ваши дары судьбы, девочки и мальчики. И еще и с ваших детей там попытается что-то потянуть. Надеется, что у нее афера это получится. Как-то, понимаете, на вас воздействие произвести, заполучить туз пентаклей. Это деньги, это энергия, это ваше знание, это все. Туз пентаклей это счастье, понимаете? Но дело в том, что ее обманутые ожидания как-то накроются, и тут же
тут же ее еще жестче начнут наказывать высшие силы. Вот реально высшие силы. У человека болото. Состояние, вот жизнь будет как болото. Даже если она останется в живых, здесь из области овощ, который писает и какает под себя. После этого. Смерть это слишком легко для таких персонажей. Итак, для вас что? Королева Пентаклей делает выводы и заметки из того, что происходит в ее жизни, обращается к высшим силам, трансформируется. Даже в неприятных событиях из прошлого вы поймете, что все не просто так, и найдете для себя подсказки, как жить в будущем, чтобы оставаться счастливым. Вот те, к кому обращались, те получат приговор. Но я вам хочу сказать, здесь вы выходите, возможно, в роль наставника, который будет выписывать приговор вот всем тем, о ком я говорила в раскладе ранее. То есть будете как-то помогать людям, обманутым. Не обязательно, что вы там маг-практик, может вы адвокат, юрист, либо еще каким-то образом, да, именно во благо для людей трудитесь. Так что вот такой насыщенный сентябрь, девочки и мальчики. Отпишитесь мне потом, пожалуйста, как у вас вообще проиграется этот расклад, ну, коль не забудете, да. Потому что здесь реально такое впечатление, что месяц как за несколько лет по событийке будет. То есть из области, да, покой нам только снится, но здесь колоссальнейшие ваши трансформации будут проходить. И вам это следует просто учитывать и иметь в виду. Вот такой вот раскладик был. Всех благодарю за просмотры. Оставляйте ваши лайки, комментарии, дизлайки. Ну а я желаю добра этого мира всем осознанным. Пока-пока.